Салют, на канале Мэг Пошел, с вами Майк Орион. И в этом видеоролике я расскажу, как все добыть достижения в такой игре, как Мисайд. Приятного просмотра. Поехали! Первое, о чем я расскажу, это как добыть все одежды. Первое, что необходимо сделать, это, конечно же, посмотреть на школьную форму во время того, как вы появитесь, получается, в игровом мире. И в итоге у вас произойдет диалог, и вы заполучите данную одежду. Вот так вот она будет выглядеть как раз. Вот. Так вот оно выглядит. Также есть черный цвет и белый, конечно. Ну и синий. Кому что нравится больше. Ну и, конечно же, тут есть оригинальный еще костюм. Вот как он выглядит. Вот еще школьная форма. Дальше, для того, чтобы добыть костюм вампирши, вам необходимо попасть в комнату, ну то есть в мир спящей Миты, и зайти на кухню. Там у вас будут тыквы. Они будут как раз лежать на столе. И вам нужно будет собрать определенную комбинацию из данных тыков. То есть нужно их подобрать, эту комбинацию, и таким образом у вас выпадет костюм вампирши. Как раз вот так надо делать, то есть просто собрать определенную комбинацию. Вот так. И после того, как вы последовательно доберете, у вас выпадет костюм вампирши. Вот такой вот момент. Вот. Дальше поговорим уже о другом костюме, а именно об костюме, получается, рождественском. Для того, чтобы получить его, необходимо выиграть в такой игре, как Пингвины. Также вы за счет этого получите еще достижения. Ну, желательно, конечно же, собирать снежки вначале сверху, а только потом уже снизу. Это вот всегда вам рекомендую. Ну, на первом уровне это надо так делать. На втором уровне, наоборот, нужно делать следующее. То есть собрать небольшое количество снежков и потом уже только на верхнем. Вот когда вы победите, у вас также появится доступная одежда. Теперь поговорим о достижениях. Первое достижение, это вы получаете, если вы включите телевизор в начале игры. И у вас будет реклама с соком. Ну, тут дальше появляются, как всегда, намеки на то, что у нас мир совершенно безумен. И вот такой вот у вас сок появляется, который в итоге погибнет. Ну и Миса, конечно же, достанет... Мита, точнее, да? Мита, конечно же, достанет сок сзади экрана. Ну, потому что это магический мир. Ну, точнее, не магический, а такой искусственный. И вам нужно, конечно же, согласиться выпить его. То есть букву Е нажать. И за счет этого вы получите, получается, достижение. Вот. Мертвый сок называется. Такой вот момент. Дальше, для того, чтобы получить следующее достижение, вам необходимо, конечно же, поесть еды. Ну, там, разрезать ножницами соус и приправить им свою еду. Ну, потом вы поговорите с Митой о чем-то, и потом нажмете «Приятного аппетита». После этого вокруг вас будут летать сердечки, и вот у вас выпадет достижение «Вкус любви». Ну и все, вот таким вот образом. Дальше вы, конечно же, будете отравлены. Для того, чтобы получить следующее достижение, вам нужно победить в мини-игре, получается, вот эти вот йогурты. Я советую вам как делать. Просто садитесь вниз и просто ударяйте, и все. Против вас больше никто не сможет победить таким образом. И выпадает достижение «Кислое молоко». Дальше следующее достижение – это отказаться от того, чтобы не посмотреть в ящики, и Мита, точнее, она щелкнет пальцами, и таким образом у вас выпадет другое достижение. Это, получаете, достижение «Щелчок тьмы». Дальше следующее достижение – это необходимо набрать правильную комбинацию в ящике с вашим картриджем.
Напоминаю, что главный герой является все время картриджем, и он будет называться «Сейв жизни». Не обязательно даже воровать картридж, можно просто его там достать и посмотреть 17%. Вот такой вот момент. Вот. Но я все-таки попробую вырвать. Оп, и все. ГГ. Следующее достижение — это, получается, игра в пингвины. Это достижение у меня не записалось, но просто нужно победить в этой игре. Тогда вы получите достижение. Сейчас я укажу, оно будет в нижнем правом углу. Вот такой вот момент. Сейчас немножко поиграем. Посмотрите опять эту ту же самую видеозапись. Ну, куда деваться? Не записал я это. Куда я могу еще так? Вот оно, как раз пингвин победа. Как раз только у 33%. Дальше следующее достижение — это необходимо выиграть в машинках, то есть, ну, просто пройти игру, не собирая, получать кристаллы и при этом не быть на первом месте еще. Это не обязательно. Это уже другое достижение будет. Вот как раз вот гоночку вы тут пройдете, потом надо вам победить вот этого монстра. И тогда вам выпадет достижение. Честно, я только 6 часов потратил на то, чтобы вот эти вот мини-игры проходить. Конечно, сюжет игры где-то на 2 часа максимум. То есть это факт. То есть все это замедляет. О, да, у меня зажатие шифта началось, я помню этот момент. Ну, куда деваться. Да, печаль, тоска. Ну, я решил ускорить, чтобы вам долго не смотреть на это. Я хотел вообще без звука, но потом подумал, ну, блин, это ж капец какая унылая вещь. Без звука достижения рассказывать. Вот такой вот момент. Значит, тут мы так продвигаемся, все прекрасно, замечательно. Так, многие ходчики спросят меня. Вот его выпадает вот как раз достижение разгоняйся. Многие ходчики спросят, а что ты нас забросил? Ничего я вас не забросил. Просто выпала интересная игра. Все будет. И Хойка, и Европа. Вот, это надо только одно достижение. Следующее достижение — это вам надо поучаствовать с Митой Кепочкой в такую игру, как, танцы, получается. И хотя бы в одной игре победить ее. Вот. Dance, 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 dance with my hands, with my hands, туц. Ну, тут я 2 игры подряд проиграл, и в итоге тут последнюю затащил. Ну, блин, какая-то реально сложная игра. Надо реально кнопки все нажимать. Ну, прикольный персонаж, на самом деле. Ну, я думаю, я бы от такой радостности устал бы, наверное, как и многие. Такие люди, которые такие слишком жизнерадостные, чаще всего они, вообще максимально унылые внутри. То есть они грустные, капец. Это же все внешне они так доброжелательны, на деле у них там вообще грусть, печаль, тоска. Видел таких много людей. Вот. Человек-праздник — это всегда, оно приедается со временем. Вот, я тут 65 хотел набрать, и великий танец выпадает вам в виде достижения. Затем также выпадает еще одно достижение. Это как раз если вы начнете с Мита играть вот в эту игру. Ну да, тут опять веселая игра, вот это вот то, что у него выпадает там игра для... Там, и игрушка для взрослых, да. Надо просто победить в этой игре. Неважно, как вы ударите ее, сильно или слабо, это неважно. Все. Вот. Когда вы победите, Мита, выдаст вам достижение шлеп по голове. Неплохое достижение. Вот. Вообще все эти ачивки я давно уже выпил, просто я ленивый капец. Дальше, когда вы попадете, после манекенов, да, когда вы попадете в этот мир, да, где вот надо вот эти вот головоломки решать для детей, я все равно тупил. После того, как вы решите вот эту вот последнюю головоломку, не отходите там налево, да, не тяните пока рычаг там, конечно, вы можете, надо вот зайти вот в этот вот переулок, да, то есть вот туда вот, где поближе к Луне, да, и вот здесь вот у вас будут тут игроки. Вам нужно просто, нажать любую клавишу, и в результате впишется ваш никнейм. Также вы тут сможете наблюдать таких же игроков, которые играли с вами в этот же момент. То есть я тут интересных игроков встретил. Если вы, конечно, увидите сами себя, то это прикольно. И это достижение будет о Великая Мита. Не забывая о нас. Вот тут различные никнеймы. Можете сами посмотреть, может найдете самого себя. О, видите, я там Майк. Вон я Майк. Великолепно. Что-то AGE, Диккафт, какие-то вообще иностранцы, наверное. Пеб. Вообще, какие-то тупые ники,
Арим. Что-то вообще хрен знает, что это значит вообще. Ну ладно. Так, ну и вот тут дофига всяких. О, Артем, Дука, что-то хрен знает, как читает. Азат, Хаким. Ой, блин, боже мой. Так, да. Анастасия, нифига себе. Даже девчонки вот играют. Ну, я видел там процент какой-то, ну, тоже небольшой все-таки. Ну, прикольная такая игра. Вот, все, пойдемте дальше. Засрал всех и ушел. Так, следующая игра, это, конечно же, игра вот эти стрелялки. Этот игровой автомат находится возле, ну, вот когда вы найдете Миту домофон, что ли, как она называется. Ну, короче, когда вы там на фуникулер зайдете, вы там убьете вот этих монстров, там вот как раз справа будет вот этот вот режим. И вам нужно просто победить в этой игре, и тогда вы выбьете ачивку «Адская победа». Это не еще одна ачивка, которую нужно выбить. Еще одна ачивка, это если вы полностью без поражений победите. Ну, то есть без урона, да. Вот. Дальше следующее, что вам необходимо сделать, это вот в консоль найти вот эту вот игру. Я вам показал, что надо нажимать. Просто проигрывайте ее и побеждаете в ней. Но тут тоже есть как определенные достижения. И я немножко его попозже вам объясню, как его выбить. Но главное просто победить в этой игре. Хотя бы так. Если вы хотя бы в этой игре победите, вам пока рановато. Ну, хотя бы вот в этой игре победите, а потом только уже приступайте к следующей. Такой вот момент. Ну, я тут показываю геймплей. Чтобы вам уныло не было, я решил озвучку сделать. Вообще, блин, я все эти достижения давно выбил, просто я ленивый. Вообще надо было раньше это сделать. Вот, когда вы победите 44, у вас выпадет логи первой фазы. Но еще есть логи второй фазы. Это даже, можно сказать, стёб от разработчиков. Вы поймете почему. Сейчас я немножко вам попозже это расскажу. Все, замечательно, все. То есть мы уходим назад, и все, и там уже активируем другие моменты. Также, когда вы попадете в бесконечный режим, то есть, ну, куда вас Мита закинет, то есть она будет показывать вам унылую вашу жизнь, на экране вы сможете найти игру такую, как Snake. Вот. И когда вы наберете 25 яблок, то вы активируете достижение длинный хвост. Все, можно дальше не играть вообще в это говно. Вот. Все, то есть... Ну, дальше уже повеселее. Дальше, когда вы уже окончательно завершите игру, у вас выпадет следующее достижение. А именно достижение на то, чтобы... Сейчас мы увидим его. То есть вот у нас главный герой. Думает, что это все был сон. На самом деле это нифига не сон. Он уже давным-давно в цикле находится. И каждый раз его переигрывает. Все, он удаляет эту игру. Вот. Мне даже сказали, что если в зеркало постоянно смотреть, вот это конец. Вот если вы в начале игры будете смотреть долго в зеркало, мне написали там в комментариях, то появится сзади манекен, что намекает на то, что мы уже и так в цикле. То есть это уже какой-то цикл. Но я уверен все равно, что это живой человек, который попал в эти циклы, его, то есть, оцифровали, и вот Мита до сих пор с ним играется. Вот, и ей он почему-то не надоедает, потому что он пытается, наверное, убежать. Вот, все. Ну и тут нам показывает номер нашего, получается, сейфа. Вот. Дальше, когда вы выполните все условия остаться, вы нажимаете букву «Я», и вы остаетесь с Митой. И вам выдается уже другое достижение. Вот. И вы начинаете жить бесконечно. Но я думаю, вообще, то есть, все равно игра какая-то странная получается. Что-то вообще надежды на то, что главный герой выберется из этого безумства, вообще нет, получается. Если, конечно, он сам по себе уже не является ботом, то есть он на самом деле главный герой, он остался жив, да, то есть его просто оцифровали, а он до сих пор живет своей обыденной жизнью. А это всего лишь копия. О, кстати, Мита у нас тут это, что-то щечки у нее побелели, прозовели. Ну и вот у нас выполняется достижение, условия выполнены. Вот. И мы просто начинаем уже как болванчик. Вот искренне надеюсь, что мирный режим не будет так выглядеть. Я искренне надеюсь, что хотя бы он от первого лица будет выглядеть, а не вот это говно унылое. Блин, искренне надеюсь. Если мирный режим так будет выглядеть, ну все, блин, нет, это фигня, короче, полная. Я поэтому ожидания высокие не ставлю и думаю, что реально, то есть, все настолько мрачно, что концовка унылая. Ну, не то, что унылая, а печальная, короче. Ну, с одной стороны, это понятно, это так... Я понял, откуда они вдохновлялись. Это вот, помните, игра была Яндера. Там за Яндеру ты играешь, и, короче, в конце ты главного героя... Ну, я не буду, конечно, ладно, буду спойлерить, короче. Просто промотайте на 10 секунд позже. Короче, она в конце его убивает. То есть она убивает всех конкуренток и убивает в итоге самого своего любимого. То есть вот тут что-то такое подобное. Понятно, где они вдохновлялись.
Вот, наши, русские разработчики, да. Все, вот достижение уже, вот как раз тут мы даже выбиваем этот мирный режим. Этот режим находится в разработке, режим оказался настолько большим. Ну, типа, я не понимаю, искренне надеюсь, что это не в виде болванчиков будет, не какой-то там, тупой код, да, то есть. Дальше, смотрите, вот, когда вы с Милой находитесь, да, то есть вы начинаете искать морковки. То есть первая морковка, конечно, на кухне находится. Следующая морковка находится, как я помню, за вот этой вазой. То есть вот, смотрите, просто вам нужно найти все морковки. Следующая морковка, как я помню, находится в ванной, кажется. Сейчас посмотрим. Да, в ванной, вот она. Ага, да. Так, дальше где у нас эта морковка? Дальше следующая морковка у нас это на диване. О боже. Ну, смешно, конечно. С морковкой прикольный был прикол. Там еще какой-то прикол с утками. Я не буду все секретки разбирать. Ну, нахер это все. Сами, секретки свои ищите, Я только достижения буду. О, вот еще морковка потом на столе. Не буду я вот эти вот секретки все рассказывать. У меня только одна секретка выпала. Это вот когда на кровати найдете, вот у вас достижение морковка. Дальше, когда вы с Милой поговорите, не забудьте, вот когда вы устраните все артефакты, у вас останется последний артефакт, да, и вот у вас фигурка поменяется на вот эту, на Миту. И просто смотрите на нее. И в результате там выпадет достижение нашего тебя. И Мила встанет, кстати, вас как в виде хоррора. Дальше, следующее достижение, это просто стоять 2 минуты. Я ускорил сразу время. А что тут время двигается? Ни хрена себе. Вы видите, там, часы двигаются реально. Охренеть, только там минутная стрелка двигается. Все. Ага, так. Теперь просто играем и достигаем результата 25, получается, очков. То есть стоите 2 минуты, и у вас выпадает вот этот тетрис. Кстати, если вы встанете так с Митой кепкой, то она у вас просто эту хрень отберет. Она у вас упадет. Но я не буду это показывать, анимацию, нахер это вот. Уже там много кто секреток создал, то есть я уже даже не вижу смысла что-то снимать по этому поводу. Вот. Что мне еще рассказывали? То, что вот картридж, да, он, типа, вначале, когда вы вынимаете его, да, то есть, когда вы запускаете игру, оказывается, там реально игра начинается, то есть, с цикла, то есть, потому что вы слышим звуки картриджа, вот. И Мита, получается, вставляет наш картридж и начинает с нами опять новую игру. Вот сложно сказать, главный герой это бот или все-таки реальный человек, который застрял в картридже. Вот этот вопрос интересный. Вот. Дальше мы тут, что нужно сделать вот в этом достижении, да, которое я вам сейчас рассказываю. Нужно, получается, победить в игре, набрать первое место и забрать все кристаллы. Вот эти вот. Все. Финишируйте и получаете в итоге достижение. Сейчас мы увидим. Кстати, первое место указывается у вас вот в нижнем левом углу. Там указывается ваше место. Часто нажимаете Shift, тут надо просто реально назадротиться по этой игре и все, то есть больше тут никак. Потом в итоге, я вот почти чуть не проиграл, вот. И все, и вот у вас выпадает достижение, разогнался до предела, то есть нужно первую позицию занять и забрать все монеты. И у вас будет оценка S+. Дальше, когда вы находите фуникулер Миту, в ней будет находиться вот эта Мита Чибита. Если вы последуете за ней, то Мита скажет, что ты следишь за мной, и убежит. И ты не пройдешь, то есть в итоге вот так вот. То есть в итоге построить забор. Вообще не понял, в чем смысл, наверное. Так. Дальше следующее достижение, это нужно, получается, в той же мини-игре, напоминающей Doom, просто победить, не получив урона. Это можно сделать просто в крысу, встав вот где я стою, вот, и убивать максимально тех, которые стреляют на дистанции. Вот, и начинать их убивать уже на дистанции. Если у вас хреновое зрение и близорукость, мне вас просто жалко, потому что какого хрена вы очки не носите. Вот так. И все, и вот когда у вас 0 смертей, 0 урона, все, вы получаете и без урона достижения. Короче, все достижения какие-то геморройные, реально. То есть большинство достижений это не по игре самой, а по мини-играм. Ты такой думаешь, елки-палки. Где-то только, реально сюжет это где-то 2 часа максимум. Дальше, смотрите, когда вы выбираете еще раз квадрайнер, просто прожимаете постоянно пробел. Таким образом у вас игра забагуется. Вот, и она начнет максимально вас дудосить, можно так сказать. У вас игра будет переворачиваться, весело. Мне понравился от разработчиков, это такой мини-троллинг. Все, тут я показал тот результат, когда я победил. И будет это называться логи второй фазы. Просто надо постоянно пробел прожимать. Все, теперь дальше. Какое-то достижение выпадает следующим образом. Вам нужно открыть дверь, когда вы будете находиться рядом с Крип Митой.
ну, криповой митой. Все, теперь вот достижение следующее. Это вот как раз надо собрать всех игроков. Первый игрок находится вот здесь вот. Это, ну, надо повернуть просто налево и найти его. Следующий игрок находится в подвале. Он будет находиться справа, вот где вот здесь вот банки. Это второй игрок. Ну, я, может, немножко путаю, но... Ой, скорее нет, подождите, это вот они начинаются... Вот этот был второй, вот этот третий уже. Потому что первый игрок, он выдается нам просто по дефолту, как и безумная мита. Вот. Дальше, четвертый игрок. Я уже ошибаюсь, наверное. Нужно запомнить, что цикл должен быть 17-й. На 17-м там как раз круге это все будет. Ну, там вот цифра какая-то, сами посмотрите потом на записи. Просто остановить запись, там на таймере все показывается. Дальше, следующего игрока мы находим. Он будет, когда вы, получается, пройдете эту миту тень, или как ее там зовут, вот, и попадете в мир, где там вот эти вот манекены миты. Все. Следующий игрок мы получаем, когда, получается, покидаем мир, да, то есть вписываем свой IP-адрес, и он будет лежать на вот этом вот, получается, этом. Ну, короче, вот эта вот машина перемещения. Я, кстати, понял, то есть на самом деле игрок все время был в игре. Да, он все время был в игре. И он просто не может по априори выбраться. Дальше, когда вы с Милой встретитесь, следующий игрок будет находиться... Ну, я в любом случае в титрах укажу, какой там порядку. Он будет находиться в ванной, вот здесь, полотенце. То есть, кстати, поэтому он переместился, да, я понял. То есть он... Короче, он все время был в игре. Ну, блин, ну это вообще какая-то странная хрень. Так, следующий игрок будет находиться на... Получается, это... Хрен знает, что это такое, на стуле, да, получается. И получается в том месте, где это, ядро. Вот. Следующий игрок будет находиться уже скрипт миты в вот таком вот ящике оцифрованном. Все. И еще один игрок будет находиться, где будет это... Получается... Вот здесь вот, да. Вот будет на кровати он лежать, игрок. Не знаю, что я показал там вам эту картридж умной миты. Ой, не умной, а плоской миты. Все так. 2D миты, конечно. Все, дальше я вам показываю картриджи всех этих мит. Ну, я уже показал картридж этой плоской миты. Вот у нас картридж теперь этой сонной миты. Она находится в ванной. Так. Дальше. Еще один картридж крип миты находится где-то вот здесь вот. Да, вот здесь он находится. Вы его подбираете. Все, и даже тут даже картинка ее будет. Ну, я бы не сказал, что она криповая. Для меня она даже угарная была. Так, ну это у меня такая психика. Дальше теневая мита. Я говорю, я когда в Silent Hill играл, я ржал в некоторых моментах. Реально. Когда на тебя это прыгает вот эта вот четырехногая тварь, ты такой думаешь, ёлки, да это мечта мужика любого. Так, дальше, что-то я уже заговорился, на телевизоре находите. И дальше, следующий, там тоже определенный цикл, вы должны посмотреть по таймеру, я уже забыл какой там, блин. И вот, и находите уже вот такой вот картридж сломанной миты. Вот. И дальше чиби мита находится там, получается, где кактус. Ага, так. Так, дальше, следующий, не знаю даже, чей это картридж, наверное, злой миты. Вот. Не, это коротковолосые миты. Вот этот картридж коротковолосые миты. Дальше у нас идет следующий картридж. Ну, это получается картридж манекена. Вот он где находится. Ага. Все, переворачивайте и видите вот эту вот прекрасную вещь. Дальше картридж Мила находится вот на столе. Угу, вот он. И последний картридж находится доброй миты. Получается, он находится на столе. Когда вы убьют добрую миту, на ее столе будет находиться картридж. Сейчас я стрелочкой даже покажу. У меня что-то не было анимации того, где она находится. Вот синяя стрелочка я вам показал. Вот здесь вот возьмете ее. Все. И последний картридж находится как раз вот в ядре. То есть получить флешку надо нажать. Ну и, конечно, когда вы соберете всех мит, у вас будет привет мита. И когда вы выполните достижение, у вас будет достижение задротище. То есть, ну, такая прекрасное достижение. Также хотел вам показать вот такую вот, как это, забагованную
Забагованный экран. Ну, вот он мне выпал. Тут как раз костюмчик. Ну, вот прикольно выглядит, да, прикольно. Это я, конечно, до этого еще того момента, когда собрал всех игроков. Так-то у меня все достижения закрыты. Я потом вам даже покажу. Вот. Ну, просто решил вам лагучий вот этот экран показать, потому что что-то говорят, он редко выпадает. Что-то хрень полная, не верю, вот, что это редко выпадает. Вранье все это. Вот. Уверен, что и у вас выпадал. Фигня все это. Вот. Какая-нибудь вероятность там есть. Вот такой вот у меня забагованный экран попался. Ну, она просто зубы показывает. Вот такой вот момент. Яндера наша. Вот. Ну, я рассказал все достижения, как костюмы набрать. Секретки не буду вам рассказывать, ну, нахер это того не стоит. Уже там секреток столько, что сами в интернете найдете. Ну, теперь, ну, нам пора прощаться, я считаю. Сейчас я вам еще покажу свои достижения. Все, видите, все достижения выполнены. Это, блин, вторая игра, где я выполнил все достижения после Plants vs. Zombies. Ну что, Мита, будем ждать мирного режима. А я буду дальше играть в Фойку. Все. Пока. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем успехов и пока.